Всем привет! Вы на YouTube-канале Pop Music, и сегодня мы рассмотрим MIDI-клавиатуры от компании M-Audio Oxygen Pro. Oxygen Pro выпускается в 4 вариантах: 25 клавиш, 49, 61 и Oxygen Pro Mini. Давайте поговорим сразу об основных отличиях. Во-первых, конечно, это количество клавиш. А второе, самое главное, на мой взгляд, это сама клавиатура. В вариантах 25, 49 и 61 это клавиши, которые отвечают на скорость силы нажатия, и у них есть после касания. В уменьшенной версии, в Pro Mini, к сожалению, после касания нету. И сами клавиши, естественно, маленькие, что может быть не так удобно, но зато их 32. Обычно в уменьшенных версиях их гораздо меньше. Что касается фейдеров, в версии Pro Mini их 4, в отличие от версии с 49 и 61 клавишей, где фейдеров 9. А в версии с 25 клавишами фейдеров нет. Количество пэдов на версиях 25, 49, 61 одинаково. Их 16 пэдов и 8 энкодеров. А на версии Mini 8 пэдов и 4 энкодера. Все эти MIDI-клавиатуры очень удобны для использования с вашими DAW. Как вы уже видите, здесь огромное количество и пэдов, энкодеров, фейдеров, разных кнопок, сохранений пресетов. Кстати, колесо Pitch Bend и модуляции, которое присутствует даже в версии Pro Mini. Помимо этого, вы можете сохранять пресеты раскладок настроек энкодеров на определенные вещи, например, на синтезатор или какие-то управления какими-то эффектами, и в реальном времени быстро переключать эти пресеты. И горячие настройки панорамы, девайса и сендов, все прям на лету происходит, это очень удобно. Помимо этого, есть еще и основные настройки для самых известных DAW. Итак, нажимаем, удерживаем клавишу DAW Select. И можем видеть, что здесь у нас есть быстрая настройка для Pro Tools, MPC, Ableton Live, Studio One, Reason, Cubase, Logic, Bitwig, GarageBand, Reaper, Fruity Loops Studio и пользовательский банк, если вдруг вы используете какую-то DAW не из этого списка. Пэды, помимо того, что они очень приятные, чувствительные и довольно-таки упругие, они еще и многофункциональные. Когда мы нажимаем Shift, мы можем выбрать основные настройки. Например, когда мы переключаем панораму, девайс и сенд, энкодеры меняют свое назначение на управление панорамой, какими-то настройками девайса и посылов. Также классные функции, как Save, Quantize, View и Undo. И, конечно же, вы можете на них играть. Также работает Not Repeat. К примеру, у нас стоит 16-е. Возьмем хай-хет. Там легко переключается на 32-е, либо триольные 32-е. Проверим чувствительность этих пэдов. Клавиатура, как я уже говорил, она полноразмерная, такая достаточно глубокая, но это не полновзвешенная клавиатура, ее можно назвать полувзвешенной. Она очень приятная для игры. И мы говорили, что здесь есть после касания. То есть, когда вы нажимаете клавишу и потом еще додавливаете, то при определенных настройках срабатывает какой-то эффект, например, либо изменение тембральное. И это отображается на экране, как и, в принципе, любое действие на этой клавиатуре. Поворачиваете вы колесо Mod Wheel, оно отображается на экране. Переключаете октавы также. И так любая манипуляция с любым из управляющих каких-то блоков.
Итак, мы нажимаем на клавишу и продавливаем ее чуть сильнее. Вы увидите уровень автотач. Мы уже показали Not Repeat, он чаще всего используется для пэдов, а вот для клавиатуры арпеджиатор. Ну, тут все просто. Мы нажимаем клавишу Arp, кстати, есть еще клавиша Latch, которая позволяет вам удержать его. Вот сейчас она выключена. Я отпускаю руку, и арпеджиатор перестает работать. Нажимаю Latch. Арпеджиатор удерживается. Для быстрого выбора нужных долей вот переключаются клавиши. Например, 1/4, 1/8, 16 и 32. Ну и также есть триольные варианты этих долей. Если вам нужны более детальные настройки арпеджиатора, вы нажимаете и удерживаете клавишу Shift и одновременно нажимаете клавишу Arp. Здесь вы можете выбрать тип раскладки арпеджиатора. Если выбираете какую-то позицию, да, вы ее подтверждаете нажатием на вот этот энкодер. Здесь несколько вариантов раскладок. Ну, к примеру, рандомная раскладка, аккордовая, вверх, вниз и так далее. Возвращаемся назад, нажимая на клавишу Back. Есть октавы, гейты, свинг и сплит. Еще две интересные функции – Chord и Scale. Chord позволяет вам играть одной нотой, при этом будут звучать аккорды, а Scale – играть в разные гаммы. При этом, например, все по белым клавишам, играть в соль диез миноре, пентатонику, например. Давайте посмотрим, как это работает. Итак, функция выключена, играем по нотке. Ну, слышим одиночные ноты. Нажимаем функцию Chord. Помимо этого, нажимаем, удерживаем клавишу Shift и Chord. Мы видим, что здесь есть две настройки. Smart, ну, то есть умная настройка, которая будет подстраиваться под ваши задачи, и кастомная, так как вы ее сами настроите. Здесь же вы можете выбрать ключ. Вот, например, мы выбрали до мажор. Подтверждаем, нажимаем клавишу Back, выходим из этой настройки. И теперь смотрите, мы играем самую известную последовательность аккордов до, соль, ля, фа. И давайте послушаем. И мы слышим то, что у нас до, соль, фа – это мажоры, а ля – минор. Вот это очень удобно. Не надо отдельно настраивать. Бывает, знаете, когда вы, используя вот эту функцию Chord, настраиваете минор, и вам надо сыграть что-то в тональности. В общем, не очень удобно получается. Здесь это адаптировано, и, по-моему, очень классно. Рассмотрим функцию Scale. Нажимаем, удерживаем клавишу Shift и Scale. Выбираем нужную нам тональность. Ну, пусть это будет действительно соль, бемоль. И здесь мы выбираем лад. Вот. Ну, пусть будет блюз. И теперь нажимаем клавишу Back. Вот смотрите, до мажор. Нажимаем Scale. И мы слышим пентатонику в соль, бемоле, играя по белым клавишам. Это тоже классно, удобно, если вы тем более начинающий музыкант. Вы точно не нажмете лишних нот. Те ноты, которых нету вот в данной тональности, они просто как переносятся, то есть дублируются. Вот, например, как фа и соль. А еще с этой MIDI-клавиатурой в комплекте поставляется внушительное количество софта. Ну, это и биты от MPC, Ableton Live Lite и несколько синтезаторов от компании Air. А теперь, по традиции, давайте запишем небольшой музыкальный отрывочек, используя эту MIDI-клавиатуру. Хочу сказать, что переключение между
игрой, например, на пэдах и управлением DAW происходит всего двумя клавишами. То есть, когда у нас нажата клавиша «Пресет», можно играть на пэдах. Переключаем DAW, и теперь, кстати, вот эти клавиши и фейдеры становятся громкостью, эти пэды для запуска и так далее. Итак, здесь можно переключить позицию, то есть запись определенного трека, селект, выбор, мьют, соло и MIDI-каналы. Итак, нажимаем REC и первый трек. Как вы видите, здесь у нас на экранке вы можете увидеть, загорелась красная клавиша напротив первого трека. И вот можно переключаться между треками очень легко. Ну, давайте запишем барабаны. Включим метроном. Опять же, транспортная панель очень удобная. Здесь можно и зацикливать, перематывать и так далее. Пишем. Подпишем хай-хет, переключаемся между треками. Вот мы выбрали нужный, Part Select, и будем использовать Not Repeat. Давайте запишем. Запишем Write. Те же манипуляции. Переключаемся между треками, переключаемся между значениями и продолжим записывать ритм-секцию. Запишем перкуссию. Запишем пианино. Запишем электронные звуки, будем использовать автотач и также колесо модуляции. Подпишем пэд с арпеджиатором. И запишем бас. Записанные партии мы раскидали сразу, создав такую небольшую аранжировку, для того, чтобы можно было показать вам, как использовать вот этот секвенсор, например, в лайве, используя Ableton Live. Этими клавишами вы перемещаетесь вверх и вниз, этими клавишами влево-вправо, если, к примеру, у вас много треков. Как мы говорили, здесь вы можете выбрать нужный вам инструмент для того, чтобы начать играть им. Теперь пэды запускают определенные клипы. Ну, вот, например, Write. Или вот как в данном случае перкуссию. Так, давайте спустимся вниз и отключим эти треки обратно. И попробуем сыграть. Да, эти клавиши запускают сцену полностью.
В заключение этого видео хочу сказать, что мне эта клавиатура очень понравилась. Во-первых, действительно большое количество разных функций. Выглядит она отлично, все компоненты качественные. Есть MIDI-выход для управления, например, внешними какими-то аналоговыми модулями. И вообще в целом она легко настраивается, проста в обращении. Что вы думаете по этому поводу? Напишите в комментариях. И если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте про колокольчик. Всем пока! Февраль. Февраль разнял флаг. Писать о феврале на взрыв. Ну чё, да? Чек. Угу. Что там, заново, нет? Чё? Не, заново не надо. Мы записали в момент. Давай перепишем, да, там в конце еще. Давай.